Скоро я тебя с собой буду носить. И это новая имба в мире Last Day. Переносная турель. А еще большой гараж под вездеход. Зарядная станция под робособаку. Новые возможности лаборатории Генезис. Крафт и создание. Генезис стволов и многое другое. В этом видео подробный разбор предстоящего глобального обновления. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать Last Day. Ты, конечно же, уже видел мой ролик с альфа-теста. Если нет, обязательно посмотри. Ну а сейчас давай посмотрим повнимательней, что готовить вообще по ресурсам. Заранее тебе скажу, как обычно, оружие, броня, лечение. Это вообще первая необходимость. Второе. Готовь много генома зараженного. Сколько сможешь, весь готов. Потому что у нас появится третья вкладка болото. И что в ней будет? Ну, собственно, док-станция робособаки. 5000 генома. Защитник. Резонатор. Апгрейды верстаков, станков. Первый скин на вездеход. Также кислоту можно будет выкупать. Новые виды ресурсов и очень крутая, просто имба. Переносная турель. 3 грейда. Первый, второй и третий. В ролике я их протестировал. И да, их можно будет ставить и убирать. Убирать и ставить. И это великолепно. Они реально отнимают. Соответственно, покупаешь во вкладке Genesis рецепт, он тебе открывается в крафте. Давай посмотрим, что будет использоваться на крафт. Новый вид ресурса, обработанная сурьма. Где будем добывать? На болотах. Заряжаешь, собственно, добытчик, на тебя бегут зомби определенное время, надо отбиваться, да? Очищенная сурьма. Ну и все, получается этот ящик, ее будем дома обрабатывать. Синяя микросхемка и масло. Следующая турелька. Т2 грейд. Уже такая хорошая. Вот с ней я бегал. Да, она... Ну, соответственно, чем мощнее турель, тем больше отнимает, да? Свинец, ясень. Опять же, масло и карбончик. Для олдов это ерунда. И если не олд, прям попотеть еще надо. Лучше уж тогда первую крафтить, да, тюрель? Третья тюрель — это просто жесть. Опять же, для олдов электроника. Да ерунда. Пороха. Да блин, уже несколько тысяч пороха. Только титан, да, сложный. Но новые котейки, не котейки. Это капец. В общем, вот эти тюрели мы с тобой реально сможем крафтить и не сложно. На этом же скриншоте у нас бензопила появится. Чё? Ну, просто пилить дерево быстро. Ну, прикольно, прикольно. Все там же в фонде Genesis будем выкупать. Новое, значит, пусковое устройство нужно будет для запуска тех самых добытчиков. Ну давай обо всем по порядку. Бензопила. Надежный инструмент для добычи любых пород. Я как понимаю, я надеюсь, у нее будет прочность большая. А будет ли она ремонтироваться? Не знаю. Поживем и увидим. Стоить будет 2000 генома. Но мы ее, конечно, сразу покупать не будем. Потому что прежде всего турели нужны, блин. Второй очень жесткий момент. Вездеход. Гараж для вездехода появляется. Он просто огроменный. 16 клеток. Рекомендую тебе место под него сразу прям готовить заранее. Потому что такую бандуру надо еще умудриться поставить. Что будет? Скинчики! Ёлы-палы! И 2 скина новые, первые. Воин дороги. И значит Genesis. Очень все это масштабно, величественно выглядит, потому что, ну, вездеход не маленький, да? Вездеход большой, поэтому выглядит все очень круто. Также в этом гараже, соответственно, у нас будет улучшение вездехода. И это жесть! Вместимость багажника, количество перевозимых грузов. Да, теперь его можно будет раскачать, и он будет в разы круче, чем Чоппер. Естественно, ремонт и за апгрейд гаража будет нам с тобой 2-й уровень. Лебедки, турели на вездеходе, тарана и гусениц. В ролике я все красиво тестировал.
стальные гусеницы, они очень медленно ломаются. Как и таран, ну и, соответственно, все остальное. По ресурсам видишь, да? Готовь, блин, все, что сможешь. Чем больше ресурсов, тем лучше. А где это безобразие ставить? Блин, вот уже сейчас можешь готовить место под вездеход. Ну вот, к примеру, смотри. Малютка у меня стоит, да? 3 на 3. А нам надо будет 4 на 4. То есть, понимаешь, да, в чем приколюха? Давай посмотрим на примере моего гаража. Я уже обдумываю, где что. Ну, грубо говоря, вот этот туалет, дерево, да? Вот эту стенку всю нафиг, значит, снести. Плюс вот здесь еще. Блин, это жестко. Вот эту клетку, вот эту, вот эту, вот эту, да, и вот так вот. Вот такое объемище. Поэтому да, если ты топ, самое время расчищать базу и сдвигать. Вторая фишка жесткая из построек, которая появится, это робособака. По типу как, значит, наш дрончик. Только наш дрончик красиво на одной клеточке, а робособака 4 клетки. 4 елы-палы. Но сильно можешь не париться. Во-первых, надо будет 10 левиафанов убить. Это босс болотный, да? Во-вторых, 5000 генома будет она стоить. Прикольная, очень прикольная. Ей мы будем обвесы собирать, собственно, да? Увеличивая количество грузов, она 3 ящика за раз может таскать. Батарея, более длительное, значит, использование собаки. И стандартно, как у нашего верного друга, 5 ячеек, еще и инвентарь она носит. Ну, блин, короче, это очень круто. То есть это как верный друг, только она не атакует, она чисто таскает. А ящики эти, как ты понял, мы будем добывать и очень жестко. Ну вот, посмотри, я и гружу уже 2-й ящик. Ха-ха-ха, блин. И сейчас еще бумбокс накину на спину. Повторюсь, видосик этот ты можешь посмотреть на канале, конечно же. Плейлист Last Day, новости и обновления в отдельном плейлисте лежит. Вот, 2 команды у нее будет, да? Отнести, значит, в вездеход все ящики и к ноге. Атаковать она не будет, да и не надо. Ну ты понял, да, почему я тебе сказал в самом начале? Самое главное, много генома зараженного. И мы сможем добывать много. Ведь боссов можно будет фармить каждый день. Всего 3 задания. Сделал? Зафармил. С Бориала все так же будет 300 генома. С Консилиума 450. И с Левиафана 600. Плюс за 9 заданий получишь еще 90. Итого 1440 генома каждый день. И не забывай про всякие дополнительные события, типа курьерской службы. А еще, конечно, сезончики. Да, ну с премиумом, конечно, повеселей. Но даже и без премиума есть дополнительный геном. Что еще также изменено будет? Ну, не изменено, а просто добавлено, да? После вкладки острова появляются 2 новые главы, которые обязательно надо пройти, чтобы разблокировать крафт уравнителя, миротворца, ультиматума, комплект брони, соответственно, вот этот вот, мы его реально сможем создавать. Ценники более чем лояльные. Плюс добавится еще крафт антирада. Именно в этой броне антирад мы будем бегать по болотам. Это раз. И 2. На болотах мы будем фигачить генезис стволами. А лаборатория будет зачищаться антиспоровым оружием. Соответственно, антиспоровая броня туда нужна. Все как и на островах. Но об этом чуть-чуть попозже. Давай все-таки вернемся к пути выжившего. В видосе я, собственно, и проходил этот путь выжившего, да? Сразу нас отправляют в лабораторию, нужно будет убить гниющего гибрида, ну и когда ты бегаешь, ты просто, короче говоря, в шоке. Блинчики, почему? Потому что это жесть реально. Глава «Тяжелая техника» и операция «Мертвая вода». 2 новые главы. «Мертвая вода» — это уже на болото едем. Слушай, ну лаба полностью, понимаешь, вот все враги новые, да? Блин, реально это очень классно. Я лишь гниющего гибрида проходил. Нам еще предстоит с тобой исследовать, как там будет поживать Мор, МК-падальщик.
и это сосулька это, да? Ну а лобби вообще шокирует. Да. Репутация ученых Genesis будет теперь прокачиваться всем, даже карточками, которые мы использовали для открытия ящиков. А вместо ящиков появляется 2 склада Genesis. Валюта, вот эти зеленые ампулы, ты будешь фармить просто за любое действие в лаборатории, за килл врагов, за все подряд. А у Евы будет отдельная шкала репутация ученых Genesis. Но повторюсь, вот эти зелененькие колбочки фармиться будут просто за килл врагов в лаборатории. Магазины эти просто шикарные, реально. И новые виды оружия. А давай их чуть-чуть рассмотрим. Ну, во-первых, трансмиссия вездехода, если у тебя его и нету. Шестереночки, колеса вездехода. Ёлы-палы, вот эта ерунда, да, гидравлические детали для дрона. Аккумуляторы, полетные контроллеры, блин, очень круто. Также, конечно же, появляются новые фишки, типа кошки для топов, да, моды для дрона. Ключ с морского днища ящик поднимать. Блин, очень классно. А как это все будет откатываться? А фиг знает. То есть эта лаборатория навсегда меняется такая, как я понял. Либо это какое-то временное событие. Без понятия. Аптека. Да, если у тебя ее нету. И много-много-много всяких классных видов ресурса. И количество какие жесткие. Ты посмотри, что. Карбон 10 штук. Новая ткань 50 штук. Титановая руда 60, блин, да, количество прям жесткие. Короче, ну, блин, очень круто, но остается неопределенность. Это лаборатория навсегда так изменилась? А тогда магазины вот эти как? Что? Они раз в какой период будут обновляться с этими наградами? Капец? Капец, капец. Это значит, что готовь дополнительно антиспоровое оружие, броню, ну и лечение, да? Потому что первая глава будет именно лаба. Нам надо будет ее пройти, прежде чем разблокировать сюжет в болотном регионе. А пока не пройдешь сюжет в болотном регионе, не получишь босса. То есть, для начала проходим сюжет «Тяжелая техника». Это, собственно, сборка вездехода типа, да? Та самая лаборатория, потом сборка вездехода, а потом подготовка к болотам, защита от радиации. Начинается операция «Мертвая вода». Начало экспедиции. Ну и все будут объяснять и показывать, да, как дела, значит, в болотах обстоят. Очень много будем перекрафчивать ресурсов, массовое производство. Погружение в неизвестность. Обрати внимание, что разблокируют-то по созданию, по крафту. Genesis, блин, ультиматум. Автомат. Ёлы-палы, это такая грязь вообще. Реально, ну очень круто. Серьезная подготовка. Все, мы тут уже будем начинать готовиться с тобой к финальному поединку, кошмару болот. Как тебе инфа? Жесть, да? Очень крутая обнова. Ну и давай еще в завершении немного покажу новых рецептов. Собственно, рецепт гаража. Стекло, дубы, блин, вот разве что вот эти слитки, да, тяжкие. Все остальное реально хлам. Пусковое устройство. Для запуска, повторюсь, добытчиков на болотах нужно будет. Одно устройство, один запуск, да. Титанчик, масло и, ну, только титан. Опять же, да, вот она номер 2. Цель, что нам с тобой надо пока что кататься на острова. Эй, бензопила, ёлпалы. Ни о чем. Вот это, значит, слиток свинца. Опять же, на болотах добываешь свинец и делаешь из них слитки, да, все остальные ресурсы ни о чем. А вот, собственно, боевой антирад крафт. Ну, да. А ты чё, для севера или для островного региона за бесплатно броню получаешь? Нет. Но это реализуемо. Опачки! Крафт резонатора. Лист свинца. Добытый свинец, из него можно будет на прессе делать, да, листы. Порох, ясень, провода. Ну, я же тебе говорил, что классные рецепты. Они реально крафтовые.
кликабельные будут. А вот защитник. Ну вот защитник, да, потому что вот эта штучка, ой, я как помню, я их не собирал, я их выбрасывал как хлам. Ха-ха-ха, блин. Теперь мы знаем, это не хлам. Очень-очень круто. Ультиматум. Ну, она снайпа такая, да, уже 2 карбончика. Но если ты олд, ёлы-палы, крафти сколько влезет. Уравнитель. Ну, вот это уже изи-пизи. Слушай, вот эта штука даже у новичков может появиться, благодаря таким событиям, к примеру, как ярмарка, да? А вот это да, ее без болот ты нигде не заберешь. Ну и миротворец. Титановый слиток, новая ткань. Добываться будет изи-пизи, ничего в ней такого нету. И хоть закрафтя. И со всем этим оружием мы с тобой будем зачищать болото. Ну и, соответственно, в боевом антираде, либо в обычном. Там же на болотах пусковое устройство вот это, да, потребуется. Еще научимся делать антирадинки и таблетки от радиации. То есть их прям крафтить можно будет. Ну а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видос. Блин, а тут еще и эти пришли. Тут котейков надо, да? И геном тоже есть. Ужас какой, а. Не забудь поддержать, оценить лайком, ну и, конечно, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы все так и выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу. Именно там анонсы всех роликов, стримов, новости по играм, в которые мы играем. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши, скучно точно не будет. И никогда ничего не пропустишь. Увидимся на стриме. Готовимся к лучшему обновлению 2026 в Last Day. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых